Друзья, всем привет, меня зовут Игорь Балякин, вы на моем канале по трейдингу. И в прошлый раз, помнится мне, я вам обещал рассказать о том, как я смотрю на волатильность на фондовых рынках, как я ее измеряю, как я ею пользуюсь. Но ввиду того, что у нас начинают происходить довольно-таки интересные события, всякие эти коронавирусы, нефть туда-сюда скачет, Трамп опять в своем твиттере что-то там пишет, я считаю, что на данный момент будет актуальна немножко другая тема, тоже та, о которой я собирался вам давно рассказать, а именно о гэпах, потому как это, пожалуй, является одним из самых страшных ночных кошмаров любого трейдера, когда мы просыпаемся с стучка, заглядываем в наш терминал и видим, как на фондовых рынках намечается огромный гэп вниз или вверх против нашей позиции, и, соответственно, для нас это не сулит ничего хорошего. Я расскажу о двух способах, как себя защитить от вредоносного их воздействия, как сделать так, чтобы не нарваться на гэп против своей позиции, поэтому, если эта тема вам интересна, давайте начинать. На самом деле, тема гэпов стала для меня более актуальной, когда я перешел торговать на американский фондовый рынок. На России же, во-первых, у нас и гэпов не так много, а во-вторых, чаще всего случалось так, что если я все сделал правильно, если я действовал по своей системе, в тот момент, когда открывался рынок с гэпом, я уже находился в этот момент в позиции, и чаще всего гэп этот открывался в мою сторону, то есть мне во благо, мне в прибыль. Но когда я перешел на Америку, я столкнулся с тем, что гэпов там значительно больше, об этом я очень много говорю, и, соответственно, даже если мы сидим в правильной позиции, в нужную нам сторону, гэп может случиться против нас в самый неожиданный момент, и не то чтобы сожрать всю нашу прибыль, а очень сильно увести нас в минус. Соответственно, нужно было как-то с этим бороться, и я нашел пару трюков, которые позволяют мне избежать вот этих страшных гэпов против меня. Вот, соответственно, ими я бы и хотел сегодня с вами поделиться. Потому как я знаю, что среди моих подписчиков есть и мои ученики, которые, возможно, торговали Россию, потом перешли на рынок американский, и чтобы во время вот этих гэпов они знали, что делать, я решил записать такое видео. Ну и, соответственно, моим подписчикам тоже это будет полезно. Для начала давайте я вкратце объясню, что такое гэп, возможно, для тех, кто только-только пришел в трейдинг и еще не знаком с таким важным для нас понятием. В данном случае я буду рассматривать график микрон, дневной интервал, и давайте посмотрим. Итак, по сути, гэпом называют разрыв между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия сегодняшнего. Вот это расстояние как раз и называется гэпом. И на самом деле ярче всего он проявляется, когда он виден на дневных интервалах, как вот здесь, но не только этим случаем он ограничивается. Бывают моменты, когда цена открытия сегодняшнего дня тоже отличается от цены закрытия, но он происходит как бы внутри предыдущего дня, внутри вот этой зеленой свечки. Но это также является гэпом. Соответственно, если вы, например, вошли в позицию где-то вот здесь и выставили стоп где-то вот здесь внутри дня, то вот на следующий день открытие против нашей позиции может значительно увеличить ваши риски, и вы получите неконтролируемый убыток. И здесь вам нужно запомнить одно правило и выполнять его безукоризненно. Это правило, которое я использовал с самого начала моей трейдерской карьеры, а именно, если вы вдруг видите, что существует большой гэп против вашей позиции, который уже вам принес большие убытки и сулит еще большими убытками, вы должны крыться максимально быстро, как только это возможно. Вы не должны ждать, что цена вдруг вернется в вашу сторону и вы сможете его закрыть как-то получше. Такое случается, но такое случается крайне редко. Вы должны моментально закрыть по имеющимся текущим ценам, потому что цена будет дальше развиваться чаще всего очень стремительно против вас, и убытки будут еще больше. Сейчас я буду показывать на примерах, как это обычно бывает и какие развития событий нас ожидают чаще всего, а вы попробуйте представить, как бы вы себя чувствовали в этот момент. Итак, вот мы видим гэп, разрыв между предыдущим закрытием и текущим открытием. И вы видите, насколько цена еще ниже пошла против нас. Предположим, вы находились где-то вот здесь в восходящей позиции, ставили в лонг. Я знаю, что некоторые трейдеры любят покупать, когда рынок немного снизился, в надежде на то, что он не снизится еще сильнее. Но на самом деле я бы не стал так делать вообще никогда. Я продаю на падающем рынке и покупаю на растущем. Это простое правило ограждает меня от подобных ситуаций. Ну, как бы то ни было, вы, допустим, купили вот здесь, выставили стоп, ну, скажем, где-нибудь вот здесь, я не знаю, где вы выставляете стопы. И, возможно, в этот день, после этого дня, решили пересидеть. И что вы видите на следующий день? Вы видите открытие и еще больше снижение вниз. Причем этот день развивался не так равномерно, как вам хотелось бы. Сначала будет очень резкое падение с открытия прямо вниз. Это может быть в первые минуты, 10 минут, 5 минут. Поэтому, во-первых, всегда встречайте открытие рынка, а во-вторых, будьте готовы быстро закрыть свою позицию. То есть вот в этой точке особо много времени на раздумье у вас нет. Вы не должны ждать, что цена вернется наверх, как видите здесь.
практически не было вот этого восходящего хвостика, цена сразу с открытия ринулась вниз. И если вы хорошенько присмотритесь к тому, что делает рынок после гэпа, не обязательно после вот такого гэпа, который виден на дневных интервалах, это может быть и внутридневной гэп, как вот здесь, соответственно, все равно цена после открытия практически сразу несется в ненужную нам сторону. Если, допустим, мы стояли вот здесь на восходящую позицию, стоп у нас мог стоять вот здесь, соответственно, здесь бы мы уже начали получать неограниченный убыток. Соответственно, подобное наблюдается практически вот здесь, вот здесь, вот здесь. Просто возьмите несколько графиков американских компаний, найдите все места, где цена открывалась с гэпом, и понаблюдайте за тем, как развивались события. Разумеется, бывают и исключения, и иногда цена после открытия с гэпом, вот было открытие, вот здесь предыдущее закрытие, вот здесь на открытии торгов образовался гэп, но дальше цена идет вниз. Соответственно, если бы мы немножко подождали, то, возможно, смогли бы закрыть позицию чуть-чуть лучше. И на самом деле у меня на канале есть огромный двухчасовой вебинар, на котором я рассказываю, как создавать торговые системы, и основан он полностью вот на этих случаях, когда цена открывается в одну сторону, а по итогу дня возвращается вниз. Это называется фигуры УПС. Если не смотрели еще, посмотрите, там очень много всего интересного. Но в любом случае, там я говорил о том, что перевес вероятности находится не на стороне фигур УПС. То есть чаще мы будем сталкиваться с тем, что после открытия цена будет идти вниз, а для американского рынка это особенно актуально, нежели столкнемся вот с подобной картиной. Таких случаев бывает не очень много. Окей, мы поговорили о том, что делать, если мы все-таки нарвались на гэп, чтобы не усугублять ситуацию. А теперь давайте поговорим о профилактике. То есть, грубо говоря, как не нарываться на этот самый гэп. И здесь, как я и говорил, у меня есть два совета для вас. Итак, совет номер один, и это, пожалуй, главное правило, которое я использую при торговле на американском фондовом рынке, а именно переносить на ночь только исключительно сильные позиции, то есть те позиции, которые принесли нам в течение сегодняшнего дня хорошую, достаточно хорошую прибыль. Сейчас я покажу, что я имею в виду, и рассмотрим несколько примеров на графике. Пример номер один, в который я могу перенести позицию на ночь. Давайте для начала рассмотрим вот эту ситуацию. Предположим, мы вошли вот в этот день, и наша точка входа была где-то вот здесь, наш стоп стоит вот здесь, и наконец дня рынок сделал довольно-таки существенный рывок в нашем направлении. Вот такую позицию я могу оставить на ночь и быть спокойным на то, что даже если гэп на следующий день возникнет где-то вот здесь, здесь или здесь, для меня это будет означать лишь потерю части прибыли, а никак не большой убыток. Итак, единственное, чем мы рискуем, когда оставляем на ночь вот такую сильную позицию, это недополучением прибыли. Да, это обидно, но это не критично. Это не шаг назад в отношении нашего счета, это не приближение нашего счета к нулю. Если счет остался хотя бы таким же, каким он был до вступления в нашу текущую сделку, это уже хорошо, это хотя бы без убыток. А то, что получилось взять прибыль, не получилось, ну, я по этому поводу никогда не расстраиваюсь. Я знаю, что на рынке бывает много возможностей, в будущем эти возможности еще подвернутся, и свою прибыль я все-таки получу. А теперь давайте взглянем на другую ситуацию. Давайте вот это сотрем. Стерли. Итак, допустим, мы вошли в позицию вот на этой свече, позицию long, и вроде на конец дня свечка выглядит растущей и вроде как и хорошо. Но предположим такую картину. Мы вошли в позицию вот здесь, стоп выставили, скажем, где-то вот здесь. Давайте я сделаю покрупнее. А вот цена закрытия этого дня, как вы видите, находится вот здесь. И вот такую позицию на ночь переносить крайне опасно, потому как видите, что расстояние между закрытием рынка и нашей точкой входа, оно очень и очень незначительное. И, соответственно, на следующий день, если рынок откроется с гэпом, американские рынки чаще всего открываются с гэпом, то с маленьким, то большим, вы практически никогда не найдете открытие американского рынка ровно в том же месте, где он вчера и закрылся. Всегда будет небольшой гэп, либо существенный, но тем не менее, он всегда открывается с маленьким или большим гэпом. Так вот, если мы оставляем на ночь вот такую позицию, мы рискуем нарваться вот на такой здоровый гэп против нашей позиции, который будет перескакивать через даже наш стоп-лосс и может в 2 раза, может в 3 раза, может многократно вообще увеличить наш убыток. Давайте рассмотрим еще один пример, вот эту ситуацию. Скажем, вы вошли вот на этой свече в лонговую позицию, где-нибудь вот здесь, стоп выставили здесь, и по сути вы вроде как сделали все и правильно, и вошли в сторону предыдущего тренда, и свечка текущая вроде как растущая, но если вы оставите вот такую позицию на ночь, вы можете нарваться опять же вот на этот страшный и большой гэп, который опять же может в 2-3 раза увеличить ваш убыток. То есть давайте еще раз все подытожим. Вы должны на ночь оставлять только сильные позиции, сильные в отношении вашей точки входа, а не то, как вообще рынок выглядит.
и избавляться от позиций слабых, даже если вы делаете все правильно. В любом случае, даже если вы выйдете из слабой позиции, а на следующий день рынок продолжит движение в этом же направлении, я считаю, что лучше упустить возможность заработать, чем потерять свой счет, либо значительную часть своего счета. Пишите в комментариях, если вы со мной согласны. Я думаю, здесь все понятно. Теперь давайте перейдем к правилу номер 2, и для этого возьмем график AT&T, также на дневных интервалах. И разберем случай, когда мы находимся в рамках очень узкого либо сужающегося боковика. Я знаю, многие трейдеры любят поступать следующим образом. Они встают либо в лонговую позицию, либо в шортовую в периоде неопределенности рынка. То есть, грубо говоря, когда у нас нет четко выраженных трендов вниз, либо трендов наверх. То есть, грубо говоря, когда у нас идет боковое движение, оно очень мелкое, хаотичное. И здесь, как видите, нет какой-то четко выраженной тенденции, и определить, куда рынок после этого всего выйдет вверх, либо вниз, практически невозможно. То есть, это вероятность 50 на 50. И если мы говорим о более-менее спокойных рынках, таких, например, как российский, здесь, возможно, это и не так страшно. Например, обозначим вот границы боковика, и рынок чаще всего будет выходить через прорыв границы этого мелкого боковика. И, соответственно, здесь, если что, если мы поставили в лонговую позицию, мы можем здесь эту позицию закрыть. Но в случае американского рынка вы вот наблюдаете картинку, как это чаще всего происходит. После очень сильного сужения диапазона и абсолютной неопределенности в рынке, очень резко может рынок скакнуть либо вверх, либо вниз, и мы не сможем в этот момент проконтролировать нашу позицию. То есть для американского рынка это очень свойственно. Сначала долгое время стоят в периоде узкого боковика, а потом резким гэпом выйти из него и пойти рисовать уже какие-то более-менее существенные, серьезные движения. Ровно такая же картина наблюдается и вот здесь. Сначала был период узкого боковика, а потом резкий гэп и выход из него, и начались крупные серьезные движения. Конечно, такое случается не всегда, и здесь бывает, что из мелкого боковика рынок выходит более-менее плавно, и мы можем проконтролировать нашу убыточную позицию. Но мы говорим о тех случаях, когда будет достаточно всего одного или двух раз, чтобы либо стереть наш счет в порошок, либо значительно его просадить, чего нам очень, собственно, не хочется. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому правило номер 2 можно вкратце описать следующим образом. Мы не должны находиться в той или иной позиции, в шортах, либо в лонгах, в периоде неопределенности на рынке, то есть в периоде мелкого боковика, где не существует какой-то строго выраженной тенденции. Ну вот, собственно, и все. Это были два совета, как не нарваться на большой гэп против своей позиции на американском фондовом рынке. Если это видео оказалось вам полезным, если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставляйте свои вопросы в комментариях, и увидимся в следующий раз. Пока! Вот, блин, долбач, а.